Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатиком, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, сегодня вышло новое обновление, добавили нового героя, и давайте по порядку разбираться. Изменение навыков героя. Феникса все-таки порезали. Сердце Феникса. Эффект лечения ослабевает более заметно с расстоянием от Феникса. Раньше на самом дальнем расстоянии исцеление уменьшалось до 20%. Сейчас оно снижено до 5%. Ну, на самом деле, я не думаю, что все бросят Феникса, так как он до сих пор будет крутой. Но посмотрим, что даст это изменение героев. И перейдем сразу же к новому герою Ульрих. Историки магического континента недавно обнаружили бессмертного графа Ульриха Чадреманя. Его образ появляется как активный участник крупных событий с 500-летней давности по сегодняшний день. Его способности манипулировать временем делают его бессмертным. В общем, герой-манипулятор. Знаете, кто еще умеет манипулировать временем? Напишите в комментариях, посмотрим, сколько у нас знатоков игры. Визуально я назвал бы его отцом Азраила. Посмотрите, какое у них сходство с Азраилом. А также, наверное, отцом Эдвина. Либо братом Эдвина. Но Эдвин должен быть со скином. Итак, давайте сразу перейдем к описанию навыков героя. Пушка среднего ряда. Основная магическая атака. Снова магический герой. Наносит огромный урон врагам с помощью бафов и дебафов. То есть у нас такой бафер и дебафер. Первый навык. Всплеск времени. Ульрих вызывает голограмму мировых часов над вражеским строем, конструируя когти времени, которые атакуют вражеские подразделения в определенной области. Когда часы атакуют врага, они усиливают эффекты любых текущих дебафов и наносят дополнительный урон целям в зависимости от количества дебафов, которые у них есть. В общем, против баферов Рэмбо, ну и остальных баферов, которые бафают, на самом деле должен хорошо заходить, исходя из навыков. Но, опять же, читая навыки, не всегда можно понять, как именно будет герой работать, ведь не всегда навыки работают так, как написано. Поэтому сказать много не могу. Итак, второй навык. Сломанные часы. Вызывает часы, чтобы атаковать врага, нанося урон, а также усиливая эффекты дебафа на вражеской цели, когда часы разбиваются. То есть вот он разбивает часы и усиливает эффекты дебафа. То есть, например, у вас в команде должен быть какой-то еще один дебафер, и он их будет усиливать. Итак, третий навык. Перевернутые пески. Вызывает песочные часы, чтобы нанести урон случайному врагу и удалить любые эффекты бафа с цели. А также нанести дополнительный урон в зависимости от количества эффектов бафа, которые есть у цели. То есть это у нас как Овидий. Снимает все бафы с цели. На самом деле Овидий очень мерзкий герой, поэтому если навык Ульриха также будет работать как навык Овидия, то это очень круто будет. И последний навык — это заемное время, или заемное время, не знаю. Ульрих черпает силу из будущего, давая себе и случайному союзнику часы судьбы в начале битвы. Эффект часов судьбы. Когда здоровье героя ниже 85%, он получит заряд энергии и часы перейдут в спящее состояние. Если герой умрет с часами, часы будут переданы другому союзнику без часов, мгновенно вызывая эффект повышения энергии, и продолжительность на часов сократится вдвое. То есть, опять же, в начале боя хороший такой баф своему союзнику. Жаль, не написано, кому именно он будет давать, здесь написано случайному союзнику. То есть это будет полный рандом. Ну, посмотрим, как он будет давать какие-то предпочтения, может быть. И в общем и целом подытожим насчет нового героя. По навыкам я бы сказал, хороший герой, так как баферы и дебаферы всегда ценились в каждой измете. Но как он будет работать, это уже нужно проверить, когда он выйдет. Поэтому ждем с нетерпением. Я так понял, это у нас будет новое летнее событие, но уже будет у нас не легендарный герой. Как они это сделают, честно, я не знаю, поэтому ждем и смотрим. И закончим с
обновлением у нас добавили красные артефакты на героях. Хейли, Леон, Фурия, Ингрид получили новый опыт в своих путешествиях по волшебному континенту, открыв красные артефакты, повышающие способности. Экипируйте красные артефакты, чтобы получить более мощные способности. В общем, как вы поняли, красные артефакты нас не особо интересуют, потому что их практически нереально получить сейчас. Поэтому мы это пропускаем и все остальное читать не буду. Там у нас еще улучшения какие-то появились, но ничего интересного в этих улучшениях нет, поэтому тоже пропустим. Поэтому как-то так. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. И как только выйдет новый герой, конечно же, будет новое видео по новому герою. Будем его уже тестить. Надеюсь, он будет не такой дорогой и можно будет его взять практически бесплатно. Поэтому всем спасибо и пока-пока.